Доброе утро! Приветствую вас в аккаунте Акварельной зарядки. Сегодня субботний эфир. По субботам и воскресеньям я в эфире не рисую. А вообще, чтобы вы знали, я Мария Остапенко, и в этом аккаунте каждое утро я выхожу в эфир и делаю зарисовку формата А4, 1/8 акварельного листа. Сегодня я хочу рассказать вам и показать, хорошо сказала, да? И показать вам, как я смешиваю цвета на палитре, как я получаю из очень ограниченной палитры, буквально из 5-6 цветов, как я замешиваю оттенки буквально для всего, что мне необходимо. Приветствую тех, кто присоединяется. Сначала решила поздороваться лицом, потому что много новых людей в аккаунте. Здравствуйте, чтобы меня увидели те, кто меня не видел и не знает, а слышит только мой голос в рисовальных эфирах. Ну и вот сейчас я переключу камеру на формат, с фронтальной камеры на основную. И покажу вам, сначала покажу работы, которыми мы тут каждое утро занимаемся по будням. И потом покажу все-таки, как я смешиваю краски, как я смешиваю оттенки из тех нескольких цветов, которые я использую, которые я называю в эфире. Так, давайте я сейчас переключусь. А как я переключусь? Вот так. Так, секунду, сейчас переставлю камеру. Вот, получилось. Все вроде бы получилось. Вот. В этот экран, через эту камеру я еще, в принципе, и не видела свои работы. И, в общем, тоже интересный опыт. И для меня самой... Они на всех экранах работы смотрятся по-разному. Не думаю, что вы это знаете. Так. Вот это не очень удобно мне. Как ни стараюсь сделать удобно, все равно что-нибудь да неудобно. Вот так. Вот. Значит, немножко все-таки под наклоном будет. Не немножко, а приличненько так. Вот это пион, первый этюд пиона, который отрабатывали на пионовом марафоне. Так, сильно искажает. Так, в общем, все, что касается перспективы, будет сильно искажено. Это был у нас марафон прогулки по Венеции. А вот почему-то попались все первые работы марафонские. А это была работа «Пойми акварельный цветок». Маша, как у вас там разгул стихии? У нас в 100 метрах от моего дома убила женщину остановкой. Перевернулась остановка, 2 в больнице, 1 насмерть. Вот так у нас погуляла стихия. Так, вот это розочки с зарядки. Ой, это в этом телефоне прекрасно смотрится. Это ирисы. Вот это то, что мы рисуем. Вот эти цветы рисовали на зарядке. Исключительно удачные, да, вот все-таки iPhone очень дружит с Инстаграмом. Да, ужас. Стихия у нас погуляла. Лично-то нас не коснулось, мы дома, у нас все нормально. Вот буквально в 3 шагах от дома, ближайшая остановка к дому перевернулась. Так, это был рождественский гусь. Это цветочки. Чудесные сорняки, как оказалось за время акварельной зарядки. Я раньше этого не знала, я никогда не обращала внимания. Думаю, что и вы не обращали внимания, что на газоне можно нарвать такую натуру. Я все-таки купила iPhone, да. Оцените мой поступок, чтобы у вас была возможность видеть слайд в кадре. Я для этого купила iPhone. Так. Сейчас нету смысла ставить слайд в кадр, да, вообще вот. Так,
и к чему я говорила? Про то, что оказалось, что самая чудесная натура — это сорняки, и самое подходящее для сорняков, самый подходящий сосуд — это бокал бренди из Фикс Прайса. Ни в каких других вазочках, ни в каких бокалах тонкого стекла они так чудесно и гармонично не смотрятся, как вот в этом бокале из Фикс Прайса. Так, это вот тоже зимняя была зарядочка. Ну вот тюльпанчикам больше подходит посуда поинтереснее. Так, вот тюльпанчики, это была весна. Это тоже что-то была весна. И это была весна. И это была весна. Я живу на Кавказе, поэтому у меня все цветы распускаются, ну, наверное, даже на пару месяцев раньше, чем у основной аудитории. И я думаю, это такое выигрышное обстоятельство, потому что когда... То есть вы научаетесь рисовать со мной то, что расцветет у вас для натурных зарисовок, до того, как у вас появится натура, вы уже знаете, что с ней делать. Вот это все нарисовано в прямых эфирах. И вот эта чудесная была зима. Это чудесно. Вот у меня сирень была, наверное, в середине апреля по ленте, надо посмотреть. И жасмин тоже в апреле. Клубника у нас в мае тоже. Ну, май-июнь, все-таки июнь. Ну вот уже сейчас уже у нас она подешевела, уже вот как бы основной сезон клубничный. В общем, у меня все раньше, чем у вас появляется, и для вас это очень выигрышное обстоятельство. Ирисы тоже уже вот от них остались только портреты и фотографии. Так, родом я из Санкт-Петербурга, поэтому мне приятно и интересно рисовать городские пейзажи, относящиеся к этому городу, да. И приятно рисовать горы. И вот опять-таки сорняки и бокал за 55 рублей. Чудесная сладкая парочка. Розы. Зову вас на розовый марафон. В понедельник начинаются у нас розы. Обучающий марафон. Так, и вот тоже розы. А это Маки Терра Испирата, такой красивый аккаунт, куда я собиралась поехать с пленэром, проводить пленэр. Но вот не смогла я. Так, и вот, вот это смеялись, шекер, да? Ну вот шекер дорогой, но у меня он все равно получился вот с таким помятым донышком. Сорняки в шекере сильно пьющих людей. Вот так называлась эта композиция. Потому что вот, не получилось ровно. Так, это вот Кавказский биосферный заповедник, в непосредственной близости от которого я проживаю на сегодняшний день. Поэтому часто Питер, часто горы. Это Латвия. Вот это была тоже зарядка, и этот урок. И этот урок у меня был в открытом доступе какое-то время. Ну вот, наверное, стоит его поставить. Все время забываю поставить его. Вытащить его из архива. Так, это вот у нас был марафон прогулки по Венеции. Здесь мы учились, вот, кстати, посмотрите, на этом занятии, на этой работе, мы учились делать архитектуру настолько обобщенно, вот, чтобы все было и при этом ничего не было. То есть вот из какого-то туманного пятна показать несколько вот таких архитектурных рюшечек, чтобы объект был узнаваемым. У всех получилось. Ну, и опять вот на манеже все те же, да, сорняки и Фикс Прайс. Вот это Эустома
буквально на этой неделе нарисовано. Это вот это видео в IGTV пробудет у меня до понедельника, то есть до начала марафона с розами. Можете его, там 2 части, можете его нарисовать. Если вам не видны мои IGTV, значит, вам надо обновить приложение. Это зависит от версии приложения. Вообще они там вот есть, имеются. Так, это что-то зима тоже. Зимний сюжет, я имею в виду. Так, ну и вот вся подборочка, которую я, чтобы сильно вас не мучить, приготовила, уже исчерпала себя. Давайте сегодня я вам покажу цвета, которыми я пользуюсь обычно, и покажу на палитре крупным планом, как я их смешиваю. Параллельно с эфиром я всегда веду видеозапись для клуба акварельной зарядки. И вот в эфире, в Инстаграме виден только мой рисунок, вот так вертикально в кадре, а для клуба на видео, вот для YouTube, правее моего рисунка лежит палитра формата А4, и там видно вот, как я замешиваю цвета, что я делаю на палитре в то время, когда я говорю, там, смешайте индотреновый синий с кадмием красным. Вот, ну, перед марафоном покажу здесь, значит, что это и как работает. Так, большой комментарий. Так, теперь можно делать фото для референса самостоятельно. Может, трам-пам-пам. Так, Лаганаки, выберись на твоих фото, пейзажи гораздо интереснее выглядят, чем в аккаунте, по которому рисуешь. Ну, надо выбраться. Было же все перекрыто, у нас очень такой строгий был карантин, не разрешали из города выезжать. Так, ну, про цвета. Значит, первое, желтый, который я использую, это кадмий лимонный. И вот у меня все краски смешанные, грязненькие. Так, ну вот кадмий лимонный. У меня это именно кадмий лимонный. Есть еще, я знаю, краски у меня Невская палитра «Белые ночи». Я знаю, что у них еще есть новая какая-то лимонная. Ну вот я не знаю, что это, как она работает. Мне очень нравится кадмий лимонный, поэтому я пользуюсь вот именно кадмием. Так, это вот из желтый холодный, да? Желтый теплый, неаполитанская желтая. Вот это моя, как бы такая фаворитка, да? Любимая краска. Ну вот сейчас я рисую на целлюлозе. Не знаю, как эта бумага называется. Вроде бы не скорлупа. Ну, как что-то вот гознаковское, такое простая целлюлоза. Чем хороша неаполитанская желтая? Ну, кстати, я вам сегодня на палитре покажу. Тем, что она при смешении с синим не дает активной зелени, а дает такой приятный оттенок, который, в общем, в очень многих случаях пригождается. Так, теперь вот это 2 желтых я использую буквально. Дальше красные. Ну, это, прежде всего, это кадмий красный, да? Ну вот я пользуюсь кадмием. У меня была киноварь, был тот же оттенок. В принципе, вот с киноварью один и тот же оттенок. Оттенков красного у той же Невской палитры очень много. Просто каждый выбирает на свой вкус, да, кому что приятнее для глаза. У меня вот это кадмий красный. И вот во всех цветах, в закатах, в рассветах, вот холодный, вот, скажем, теплый вариант красный, надо было сделать холодный в один ряд, а теплый в другой, да? Ну ладно. Вот в качестве холодного красного я использую вот эту розовую. И в закатах, да, в цветах, ну, везде, в общем, вот розовая у меня широко так используется, но все-таки в пейзажах она идет в таких гомеопатических количествах. Краска очень активная, очень такая, ядреная, скажем, да, вот там, где она попала на бумагу, оттуда ее не смоешь, и даже вот с пластиковой палитры мне ее приходится отмывать
специальными чистящими средствами. В общем, она очень такая активная, поэтому в минимальных количествах используется. Так, ну, когда речь не идет о цветах. Так, еще вот у меня есть две излюбленные, возлюбленные. Показать их вместе? Покажу. Ладно, я вам не смогу сказать, кто из них кто. Вот допустим, что это церулиум, а допустим, что это кобальт голубой лазурный или лазурный голубой. Ну, в общем, они какие-то лёлик и болик. Я всегда их беру, они у меня лежат вот в коробке рядом. И я всегда набираю их вот прямо так вот вместе. Мне не важно, кто из них кто. Так. Еще какие краски? Все, осталось буквально два цвета. Это ультрамарин. Сейчас погуще его наберу. Вот ультрамарин. И его приятель индотреновый синий. Ну вот когда в смесях они используются, у них оттенок-то примерно одинаковый, но ультрамарин, ну вот он поярче все-таки. Ну, как бы в работе получается одинаково. Но ультрамарин гранулирует, а индотреновый синий не гранулирует. И ультрамарин при фотографировании, даже в смесях, вот там, где он есть, он начинает, почему-то камера к нему более чувствительна, на камеру он ярче светится, вот даже сейчас, даже в данной ситуации, чем индотреновый синий. Поэтому там, где не надо, чтобы вот что-то синее, что-то темное вдруг стало ярким, таким акцентным, там лучше использовать индотреновый синий. Ну и вот на небе, да, для неба он тоже не очень хорош, потому что если где-то получится вот краски побольше, погуще, там в этом месте может появиться такой порошковый вот этот эффект грануляции. Ну, в общем, ультрамарин красивый цвет, но с ним надо осторожненько. Так, это вот буквально все мои цвета. И сейчас... забыла еще сиена жженая. Ну, ее тоже можно отнести к красным. Я ее отношу к красным. Вот сюда я ее сделаю. Вот я отношусь к ней как к красной. Сиена жженая. Чаще всего она используется вот в смеси с синими, с ультрамарином. Ультрамарин сиена жженая, индотреновый синий сиена жженая. Ну вот сейчас, давайте я вам сейчас и покажу. Вот в смеси они дают такой широкий диапазон красивых оттенков. Так, значит, возьму что? Давайте вот возьму самое частое. Ну и на этом листочке буду показывать, да? Вот индотреновый синий. Индотреновый синий, думаю, как сделать. Смешиваю с сиеной жженой. Вот это самая такая парочка, самая рабочая. Индотреновый синий, сиена жженая. Ну, либо ультрамарин сиена жженая. Но вот все-таки по оговоренным выше причинам индотреновый работает лучше. Так, давайте переверну этот листочек. И вот смотрите, получается красивый такой оттенок вот для неба, для облаков, исключительно подходящий и хороший. Если я добавлю в этот серый вот больше синего, все трясется, больше синего, он тоже будет такой спокойный, красивый серый, но уже более холодный. Так, факир был пьян, сейчас еще побольше. Ну, вот этот же оттенок будет более синим. Если мне надо добавить, если мне нужен какой-то серый потеплее, значит, я добавляю больше сиены и получаю вот уже другой оттенок.
Как правило, в одной работе надо использовать, ну вот весь этот ресурс, да, не заливать, не делать каких-то больших сплошных заливок одним оттенком, а вот постоянно смешивая на палитре вот в какой-то лужице эти цвета, домешивать и получать красивый такой, ну, вибрацию какую-то из оттенков, да. Вот здесь это я показала вам 3 варианта смешения, да, при том, что их может быть и, если взять погуще, больше краски, меньше воды, и больше краски, меньше воды, больше сиены, больше краски, меньше воды, больше синего. В общем, тут миллион оттенков серого можно получить вот только используя эти 2 цвета. И это все идет для чего? Вот эта комбинация хорошая, фон и пейзаж, да, в основном вот небо, облака, какие-то вот, ну, темные части. Что еще? Ну, везде, в общем, универсально. Это то, что используется везде. То же самое можно сделать, давайте вот с ультрамарин возьму, вот он поярче, и кадмий красный. Вот так я их смешиваю. Ну вот, поскольку ультрамарин сильно гранулирует, через какое-то время они опять разбегутся отдельно на синий и красный. И нет смысла делать какие-то выкраски вот по смешению цветов, потому что в этой выкраске предполагается, что цвета смешаны 50 на 50, соотношение 50 на 50, да? Но для чего вам такая выкраска, для чего такая смесь? Потому что смешивать надо в самых различных комбинациях. Так, вот этот вариант. Вот смотрите, тоже опять он тоже серый, но уже совершенно другой, какой-то красивый. Вот если я сейчас добавлю сюда больше синего. Это уже не ультрамарин. Это тоже какой-то очень красивый такой оттенок. А сейчас добавлю больше красного. Естественно, что это не красный. Так, получился как был. Сейчас побольше. В общем, даже сочетание 2 каких-то цветов между собой дает колоссальное количество вариантов. Так, теперь вот смотрите, к этим лужам, да, могу примешать что? Кадмий лимонный. Вот сюда беру и просто запендюриваю кадмий лимонный. Получила вот такой оттенок какой-то буроватый для зелени, да. Вот он очень нужен часто. Если мне надо ярче, так, здесь у меня был ультрамарин, да, беру больше ультрамарина. Опять получила какой-то оттенок зелени. И еще добавила кадмия лимонного. Получила какую-то зелень поярче. И еще добавила кадмия лимонного. И получила еще поярче. Сделала еще кадмия лимонного. Получила уже такой хороший весенний вырви глаз. Добавила еще ультрамарина. Получила вот такую уже какую-то нежную нежнятину. Добавила сюда кадмий красный. И успокоила это все опять до бурого. И так вот, ну, то есть вот это бесконечное количество оттенков можно получать из очень малого количества цветов. Так, теперь вот смотрите, покажу. Убрать, наверное, там, ну, оставлю, вот, чтобы вы видели, как я работаю, когда, ну, вот делаю какой-то рисунок, да, вот этого формата, это детская, сейчас вам покажу, это детская доска для лепки из пластилина с бортиком.
формата А4. И вот этого размера мне хватает, чтобы ну, всю работу находить нужные чистые места, когда мне нужен какой-то вот, ну, уже не такой сложный оттенок, а что-то почище, посвежее. И вот давайте сейчас я вам покажу, как работает неаполитанская желтая. Вот неаполитанская желтая. Ну вот грязненькая, кисточка грязная. Сейчас почище сделаю. Вот так вот, почище. Неаполитанская желтая. И что? И вот голубые мои. Вот такой цвет получается. Ну, сейчас получилось некрасиво, да? Надо разбавить. Вот такой оттенок. Вот очень много где пригождается в цветах. Такой приятный теневой оттенок. Он не серый, не зеленый и не голубой, а какой-то вот такой... Вот такая волшебная тень для цветка. Очень-очень хорошая. Такой очень свежий. Теневой, при этом очень свежий. И не серый. Что еще? Можно добавить сюда кадмий лимонный. И вот это уже появится такая еще более свежий оттенок, да, уже такая идет растительная какая-то свежесть. Вот примешала кадмий лимонный, неаполитанскую желтую. Получила что-то еще. И добавила еще голубых. Получила вот приятный, ну уже не столь естественный, но все равно приятный оттенок. И вот пошла сюда. И так вот постоянно. Потом могу вот это все вот так перемешать и сказать, теперь делаю фон. Да? Теперь делаю фон и при этом наберу опять в эту же лужу добавлю индотренового синего. Ну вот если он был в работе. Индотреновый синий. И говорю, тут смешиваем. И кадмий красный. Вот так намешиваем. И примешиваю сюда вот и синий, и красный до тех пор, пока вот не появится какой-то такой приятный оттенок, который нельзя назвать одним словом, как-то охарактеризовать. Да? Ну вот такой, допустим. А можно сделать еще краснее, еще синее. В общем, работа на палитре — это очень важный такой момент, очень важный инструмент, которому надо обучиться, без которого никак никуда. Так, и вот смотрю, что получилось. Вот здесь было посинее, тут как-то почернее, покраснее. И что, вот если я сейчас добавлю вот сюда желтый, вот на этой палитре я могу вот с кадмием лимонным раз сюда подъехала и посмотрела, что получается здесь. Получился какой-то вот такой темный оттенок зелени красивый, да? А с другой стороны подъеду с неаполитанской желтой. Вот отсюда вот так вот раз. Раз. И поехала в эту лужу и смотрю, что получается. В итоге, что имеем? У меня вот здесь раз, два, три, четыре, пять. Пять вариантов оттенка. Для какой-то, вот если надо изобразить какую-то такую фоновую зелень, да, то вот она, пожалуйста, она присутствует. При этом, когда в работе, когда используется ограниченное количество вот одних и тех же цветов, работа смотрится гармонично. Если я сейчас вот вдруг, допустим, рисовала вот этими цветами, делала какую-то фоновую зелень вот из этих цветов, и вдруг возьму, вот что я вдруг возьму. Возьму вдруг какой-то другой оттенок, которого до этого не было. Ну вот, допустим, оранжевого не было. Вот смотрите, оранжевый. Он сюда и не лепится, и не идет. И совершенно не смотрится.
И в этом как бы секрет того, что ограниченная палитра, она берется не ради какого-то аскетизма, вот аскетизма самого по себе, а именно для того, чтобы при любом смешении цветов, вот при любом варианте этих луж, все эти лужи хорошо сочетались между собой. Вот смысл ограниченной палитры в этом. Так, ну теперь давайте покажу что-нибудь светленькое, да, красивенькое. Вот когда цветочки рисую, допустим, вот красный у меня есть, кадмий красный, и есть у меня розовая. Вот в холодных местах мне надо сделать такое вот яркое, красивое оранжевое, а в теневых холодное. Да? Холодное это значит будет вот с большим количеством розового. И тоже между собой я их буду все перекликать. Потом возьму в один прекрасный момент, сделаю вот так, куда-то добавлю. И к ним же добавляю то кадмия лимонного, то неаполитанскую желтую. Ну и вот и мешаю, мешаю, мешаю. При этом, если мне какой-то из этих оттенков надо, чтобы он остался, я его оставляю здесь, а примешиваю уже к соседним лужам, где мне надо. В общем, палитра работает вся. Почему без ячеек? Потому что я вот любую лужу могу подвести к любой луже и сделать какой-то оттенок, который мне нужен. Да? Вот любые нюансы, они доступны, когда на палитре нету ячеек вот этих, да, ну ничего не ограничено. Если мне не нравится, что вот здесь какая-то коричневая мерзость вот сейчас получилась, я могу это бросить, отойти чуть в сторонку и с другим процентным соотношением сделать более приятный оттенок какой-то, который я искала. И, как правило, вот на палитре, вот на видео для клуба всегда видно, что на палитре получается, ну вот по сути дела, тот же рисунок, что лежит рядом, только без четких объектов. А вот оттенки намешаны те же самые, и они, ну, в общем, смотрятся интересно, мне нравится. Поэтому я призываю вас учиться работать с палитрой. Это очень полезный навык, самый полезный навык. Когда вы не умеете этого делать и просто берете красный, смешиваете с желтым, а потом где-то берете другой синий и смешиваете с каким-то там зеленым, это не есть смешение цветов. Это все равно не то. Надо вот, чтобы в работе все цвета перекликались друг с другом. То есть все были вот так. Ну вот я уже довезла до некрасивого коричневого цвета. Ну, может, он и красивый, но где-то вот в какао, да, получилось какой-то такой какао. Но для художественных работ не очень красивый цвет. Это уже когда все смешалось и когда надо палитру мыть. Так, и вот, ну давайте опять покажу вот те оттенки, которые я намешивала. Вот оттенки зелени, миллион оттенков зелени можно намешать из синего, ну какого-то синего, допустим, индотреновый синий или ультрамарин, и каких-то, ну вот я использую 2 желтых, кадмий лимонный для того, чтобы сделать какую-то яркую такую пронзительную зелень, и неаполитанскую желтую для того, чтобы эту зелень приглушить. И, как правило, нужны темные оттенки зелени. Значит, это берется синий, красный, и к ним добавляется желтый. Ну, в общем, все 3 цвета: красный, желтый, синий. И вот покажу, значит, с чего начинала эфир. Вот это вот буквально все мои цвета, которые я использую и в пейзажах, и в цветах. Кадмий лимонный, неаполитанская желтая, кадмий красный, розовая, вот просто роза, ну вот у меня просто это розовое, вот такое название. Там на выбор миллион оттенков, можно, я думаю, что можно брать любой.
сиена жженая, цирулиум и кобальт голубой лазурный, или лазурный голубой, ультрамарин и индотреновый синий. Вот это все цвета, которые я использую, при том, что коробка у меня большая, на 36 цветов. Но оно столько не нужно просто. Вот поэтому они отошли в сторонку. Так, ну и если сейчас посмотрю ваши комментарии. Так, нет, комментариев нет. А вот что-то есть. Нет, здравствуйте, здравствуйте. Угу, есть. Так, может такое быть, если пигмент чище, то краска более зеленая, а не серая при смеси. Но вы сами это варьируете в зависимости от того, что вам нужно. Яркая зелень, она нужна гораздо реже и меньше, чем кажется. Давайте опять положу так работу, чтобы было поинтереснее, да? Вы сами подбираете под свои задачи, что вам сделать. Кадмий лимонный дает зелень более пронзительную, неаполитанская желтая как бы успокаивает и приглушает это все, потому что у нее в составе белила, она на пронзительность ни на какую не способна. То есть это ваше. Вот мешаете, мешаете, мешаете. Вы работаете на палитре и смешиваете до тех пор, пока не увидели то, что вот тот оттенок, который вы хотите видеть. Вот научитесь, увидели какой-то оттенок, вот, ну, где угодно там, ну, допустим, вот цвет вот этой кисточки, да, берете и намешиваете красный, желтый, синий, смешиваете, вот ищите вот эти пропорции, чтобы получить именно такой оттенок. И не опирайтесь на то, что у вас не получается смешать, потому что вот вы взяли одну часть синего, одну часть красного, и у вас не получилось то, что вы хотели, а вот вы в эфире услышали, что я смешала синий с красным. Не идет речь о смешении оттенков в равных частях. Самые различные пропорции, самые нюансные, самые там 88% и 12%. Вот такие. Это всегда подбирается на, ну вот, для конкретной ситуации. Так, в Невской палитре кадмий лимонный, кадмий желтый и желтый. В Невской палитре миллион желтых. Я не имела в виду кадмий желтый, никакую не желтую и не лимонную. Вот у меня кадмий лимонный. Вот кадмий лимонный. Мне нравится, как он себя ведет. Ведет ли себя также лимонная, я не знаю. Но именно кадмий лимонный, он, с одной стороны, такой кроющий и агрессивный. Это его свойство тоже очень часто пригождается, да? И он же способен дать вот такую для цветов, для бутонов, какую-то вот такую пронзительную растительную нежность, ну, в смесях опять-таки. Что я бы тоже не стала его ничем заменять. Вот кадмий лимонный, если у вас есть в наборе кадмий лимонный, то это, как говорится, то, что доктор прописал. Нечего больше искать. Если у вас в наборе 6 всяких желтых, то вот посмотрите, есть ли у вас кадмий лимонный. Неаполитанская желтая в классическом наборе, по-моему, не идет. Ее надо покупать отдельно. Вот в Невской палитре россыпью продаются кюветы. Так, и вот комментарии. Плохо я что-то вижу сейчас. Так, охру, наверное, вместо неаполитанской взять можно. Охру, по охрам тоже там вот я не пользуюсь охрами, поэтому я вам точно не скажу. И я слышала вот на каких-то мастер-классах, ну, охр же тоже много. Там охра светлая, охра желтая, охра золотистая, охра просто охра. Ну, вот их тоже много. Какие-то из них в смеси с синим дают вот эту зелень, да, а какая-то из них не дает зелень. Ну вот какая проблема? В пейзаже неаполитанскую желтую можно заменить
сиеной натуральной, но опять-таки сиена натуральная выглядит помрачнее, чем неаполитанская желтая. То есть неаполитанская желтая это тоже то, что доктор прописал. Вот она хороша со всех сторон, во всех своих проявлениях. Поэтому если у вас ее нету, ну, не проблема купить. Так, можно поподробнее, как намешать светлые и темные места одного цвета. Например, розовый цветок. Как сделать светлые места и темные. Ну вот поподробнее, как намешать цветок, это мы будем обсуждать и практиковать на марафоне. Это все на цветочных марафонах происходит насчет цветка, светлых, темных мест, теневых, освещенных, холодных, теплых. Это вот все теория, которую я даю на марафонах. И буквально вот с понедельника начинается марафон «Сезон роз». Так что приходите, там вот эти как раз эти моменты и будут обсуждаться. Регистрация на марафон по ссылке в шапке профиля. Не пропустите, на марафоне теории очень много. То есть то, что я показываю вот на зарядках в своих эфирах ежедневных, это акварельная техника, акварельная практика. На марафонах очень большой упор сделан в сторону теории и упражнений. Вот участники марафонов получают теорию и отрабатывают ее в небольших таких упражнениях на понимание, на закрепление, на отработку. То есть те же самые вещи, вот когда я рисую в эфире зарядки, они уже вот с большим пониманием подходят к вопросу. Так, тут еще какие-то. Так, а бумагу, где вы заказываете? Что-то не нашла в магазине. У меня бумага китайская, Баохонг, 100% хлопок, 300 грамм, среднее зерно. Я ее покупаю на сайте 5 красок. У них есть аккаунт в Инстаграме, можете посмотреть. Ну, в общем, сервис устраивает, они находятся в Новосибирске, посылка идет дней 5-7, не знаю, как они договариваются с Почтой России, что вот их посылки приходят быстрее остальных. И на Wildberries, насколько я знаю, их же склад указан. Но на Wildberries гораздо меньше ассортимент. Вот, как правило, я не могу на Wildberries, доставка будет значительно быстрее, но как бы вот мне ни разу еще не удалось найти там полные листы, среднее зерно. Вот это, то есть ассортимент как-то вот почему-то уже. Так, какую бумагу для розового марафона? Для розового марафона хлопок. Вот приятнее всего рисовать на хлопке. В принципе, рисовать можно на всем, что угодно, а приятнее всего на хлопке. Так, и пойду в обратную сторону, да, отмотаю работы. Комментарии посмотрю. По-моему, все комментарии я посмотрела. Вот охрами я не пользуюсь. Почему? Просто потому, что как-то отвалились за ненадобностью. Вот этого количества цветов, мне хватает буквально на все. Вот на все, что мне хочется изобразить. Поэтому отвалилось от меня индиго, отвалились охры, отвалились зеленые, какие еще? Бордовая отвалилась. Что еще? Все сепии, умбры. В общем, по ходу практики у меня лично откристаллизовалась такая палитра, минимальная, которая позволяет мне рисовать абсолютно все. И Карачаево-Черкесию, и розочки, и если надо будет трубы Челябинска, все, что угодно.
и вот побитый шейкер сильно пьющих людей. Все, что угодно можно нарисовать этими цветами. Остальные просто вот за ненадобностью отвалились куда-то. Ну и при этом как бы еще побочный такой эффект у ограниченной палитры. Ну, все-таки нет, наверное, это не от ограниченной палитры, а вот то, что все мои работы получаются, как бы они такой в схожей колористике, да, поэтому они легко очень сочетаются между собой. Из них легко когда мои работы продаются, скажем так, покупателю легко выбрать себе там 3, 5, 7 штук, схожие по цветовой гамме, вот так скажем. Это, согласитесь, тоже очень удобно. Когда у одного художника можно заказать несколько работ, которые будут сочетаться между собой. Причем не заказать, а вот купить готовые, уже видя результат. Так, какой марки бумага? Рассказала. Бумага Баохонг. Так, можете повторить цвета, которыми работаете. Я не знаю, вот 2 минуты назад повторяла это комментарий, до или после. Кадмий лимонный, неаполитанская желтая, кадмий красный, розовая, просто вот так и называется, розовая, сиена жженая, цирулиум кобальт лазурный голубой, ультрамарин индотреновый синий. Вот кадмий лимонный нравится ничем не заменить, неаполитанскую желтую нравится трудно чем-то заменить. Вот этот красный можете выбрать любой красный, который у вас есть, вот который вам нравится. Розовая тоже, какая вам нравится. Сиена жженую, наверное, надо оставить вот сиеной жженой. Вот эти голубые абсолютно не принципиально, какие вам нравятся для оттенков неба. Вот те можно и брать. Ну и ультрамарин, как бы такой очень популярный цвет, он, наверное, есть во всех абсолютно наборах, но он вот ведет себя достаточно сложно. И индотреновый синий, который можно, наверное, чем-то заменить, но который мне очень нравится и который я тоже советую приобрести. Вот так про цвета еще раз рассказала. Ну и все. Эфир этот сохраню. Приглашаю вас на марафон «Сезон роз». Марафон начинается у нас с понедельника. Зарегистрироваться на марафон можно по ссылке в шапке профиля. На марафон обучающий, будет много теории, получите максимум пользы. Максимум. Просто сделаете прорыв в своих работах. Так, цирулиум Ван Гог также смешивается с Невской палитрой или лучше пользоваться одним производителем? Ну, насколько я знаю, все краски между собой смешиваются достаточно адекватно. Ну, те краски, которые хороши сами по себе. Так, а почему вам не нравится грануляция? Почему мне не нравится грануляция? Ну вот именно потому, что я работаю смешением цветов. А грануляция, то есть я получаю оттенки смешением цветов. Вот я своим произволением намешиваю тот цвет, который хочу увидеть. А грануляция — это когда краски разбегаются в разные стороны, и, по сути дела, этого смешения не происходит. Вот почему мне не нравится грануляция. То есть не происходит смешение цветов, а я жду от них смешения. Так, если референсы, с которыми будет работа на марафоне? Референсы не буду показывать. Какие-то есть, какие-то еще только вот отбираются.
я буду строить вот этот марафон розовый, исходя из как бы из собравшейся публики. Сейчас пока что на марафон идет в основном публика, да, можно так назвать, публика с пионового марафона, соответственно, для них уже нужно мне выбрать то, что, ну, как бы, чтобы не было повторений каких-то, да, чтобы стояли новые задачи. При этом я беру фотографии свои, фотографирую розы сама. В общем, это такая активная работа, активный поиск. Упражнения, первые упражнения, естественно, уже отсняты. На марафоне уроки все, это не эфиры, а уроки предварительно отсняты, они открываются постепенно вот в записи. Первые уроки, первые упражнения уже готовы. Но я думаю, что их показывать нет большого смысла. Почитайте отзывы о пионовом марафоне, где в актуальном, у меня в актуальном есть кружочек такой «Пионы». Там, ну вот в сторис, да, я выкладывала, и, ну, там не работы, там коллажи из работ участников, да, просто больше показать на количество, сколько количественно, как люди потрудились, вот количественно. И там есть отзывы, а работы участников можно по хэштегу, хэштег мало кто ставил в свои публикации, поэтому по хэштегу марафона работ не так много, а вот у меня в IGTV есть, я показывала, вот в режиме слайдов я эти работы показывала. Можете посмотреть, очень хорошие отзывы, очень хорошие результаты у участников. И поэтому все вот плавно люди перешли из пионового марафона в розовый. Все перешли, потому что все ощутили для себя эту пользу. А зарядка будет дальше? Естественно, зарядка будет идти дальше. Зарядка своим... Марафон и зарядка — это просто разные вещи. На марафоне это вот теория, и люди получают теорию и отрабатывают ее понимание. А зарядка — это именно акварельная практика такая вот. Марафон — это знание, зарядка — это визуал, да? Поэтому у них разные цели и задачи, они не восполняют друг друга. Они помогают друг другу, но не заменяют. Все, вот хорошо, в этом телефоне хорошо смотрится работа, мне нравится. Перед этим, ну вот второй мой телефон, он все засвечивает. Так, зачем нужны скетчбуки? Зачем нужны скетчбуки? Чтобы рисовать в скетчбуках. Зачем нужны скетчбуки? Кому нравится рисовать в скетчбуках, те рисуют в скетчбуках. Я не рисую в скетчбуке, потому что, ну, это неудобно, на камеру это неудобно, да, и работу из скетчбука нельзя продать. Вот эти мои работы, они все продаются, как бы, ну, то есть я любую из этих работ могу продать. То, что у вас будет нарисовано вот в таком же формате в скетчбуке, вы, ну, не продадите, потому что там с другой стороны будет какая-нибудь неудачная работа. Но если вам хочется, если вам нравится, естественно, что скетчбук само по себе мероприятие интересное. Вот это вот упражнение из пионового марафона. Вот на этом пиончике отрабатывали люди объем. Ну да, вот в скетчбук удобно для себя, для конспектов. Если вы сделали какую-то красивую зарисовку, у вас получилась в скетчбуке, вы ее выложили, и у вас спросили, сколько стоит, вы ничего не сможете ответить, потому что на обратной стороне у вас там что-то написано ручкой, зачеркнуто и перечеркнуто. Так, ну тут уже пошла какая-то моя тренировка. Так, вот это закатик, в общем, уже я взяла больше работы, чем было.
все, на этом прощаюсь с вами. Показала все, что хотела. Вот натюрморты тоже я заметила, что натюрморты со мной многие очень рисовали. Поэтому можно порисовать что-то еще такое плодово-ягодное, да? Абрикосы сейчас у нас абрикосы пошли, поэтому можно порисовать абрикосы. Вот на них я засматриваюсь. Все, на этом прощаюсь с вами. Жду вас на марафоне в сезон роз, жду вас в клубе, жду вас в эфирах зарядки. Эфиры по будням каждый день в 9:30. Приходите, будем вместе рисовать. Все, прощаюсь с вами. Всем пока.